Приветствую вас, дорогие мои РД! Вы на канале Иная Реальность, и с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Так как мы путники, и на моем канале мы постоянно рассматриваем темы, которые эзотерического характера, да, трансцендентального характера, философского, то сегодня мы, конечно же, не можем обойти тему смерти, жизни, смерти, трансформации, перехода, как угодно, смена мерности, так или иначе. Мы понимаем, что наша жизнь конечна, но как к этому правильно относиться? И вообще, предопределена ли дата смерти? Можно ли на нее повлиять? Как это вообще? Есть ли знаки судьбы какие-то? Ну, много вопросов. 9 вопросов я подготовила на эту тему. И смотрите, что пока что идет из потока. Хагалас и Феху, который говорит о том, что в принципе мы лимит ставим себе, то есть Хагалас – это конечность, а Феху – это ресурсность. Поэтому как посмотреть? С одной стороны, все ресурсы когда-либо заканчиваются. С другой стороны, каким образом вообще, кто определяет, когда они заканчиваются, как можно это вообще каким-то образом контролировать? По Хагалас нам говорят, что это все в руках высших сил. То есть Хагалас – это стихия, которой могут управлять маги, жрецы, и этому, конечно же, можно научиться, но в то же время это не для простого смертного. Да? Есть такое понятие «простой смертный». То есть человек не посвящен в какие-то таинства, да? Но по Хагалас мы знаем, что это стихия, которой можно управлять. Это магия хаоса. И хаос создает материю. Обратите внимание, Феху – это материя. Таким образом, подсказочка у нас уже есть одна. Посмотрим, что еще идет из потока. Во-первых, здесь у нас на обороте 16-й аркан башня, тоже вторит стихии Хагалас, который говорит о том, что периодически необходимы такие вот очистительные процессы. Потому что такое башня? Посмотрите, я раскрывала этот аркан в плейлисте значение аркана Таро. Очень мощно раскрыт 16-й аркан из потока. Проживите его через этот ченнелинг, и вы осознаете всю, знаете, ресурсность этого аркана. Ресурсность у него колоссальная. То есть мы можем, в принципе, смотрите, избавляться от империла, от накопленных каких-то ошибок и трансформироваться. И по аркану башня я вам хочу сказать, ведь не все погибает, выживает некая основа, некий фундамент, который ресурсный, да? То есть все хорошее, все положительное, скажем так, остается, все то, что уже давно пора трансформировать, оно исчезает. То есть по башне это интересный процесс. То есть получается, что нечто остается, нечто позитивное, вечное и ценное. То есть не все исчезает. А также, смотрите, какой у нас 6-й аркан влюбленные, который говорит о том, что вообще-то это такой договор, это такая схема существования на планете Земля, это такая структура, которая устраивает мироздание, скажем так. И сама структура, сама система, она очень гуманная, и она очень продуманная по 6-му аркану. То есть она очень человечная и милостивая по отношению ко всем участникам этого процесса. То есть это как взаимный договор души с планетой, с высшими силами, со всеми аспектами. Таким образом, мы понимаем, что вообще-то сама по себе смерть – это результат, ну, скажем, творческого труда созидательного всех участников процесса. То есть мы понимаем, что в смерти участвует не только человек и не только человеческое тело, но и высшие силы, и Земля, матушка, да, трансформирует и так далее. И вот здесь вот есть какой-то совместный договор. Договор, о котором, скорее всего, хорошо знают жрецы. У нас выпал 5-й аркан Верховный Жрец. Информация об этом точно есть у жрецов. Я думаю, что
Вы понимаете, что жрецы всегда стояли у порога жизни и смерти. Жрецы – это те, кто является мостом между мирами. Соответственно, они переводят душу, и, соответственно, жрецы знают те вещи, которые не знают обычные люди. Поэтому, смотрите, возрождая жречество, мы возрождаем традицию, очень важную традицию, где мы наши отношения к смерти можем изменить, но и сами рамки жизни, скорее всего, тоже, ну и качество жизни наше тоже изменится. Итак, жрецы знают, жрецы ведают. Также у нас идет дракон воздуха, который символизирует у нас и волю высших сил, и одновременно программное тело человека. То есть, знаете, вот эту вот стихийную силу, тоже Пахагалас, которая управляет этим процессом как вот нечто высшее, да, высший аспект, который знает. Как будто бы нам намекают, что есть некая сила, которая бдит, которая видит, кому свой какой срок надо жить, да, и как уйти. То есть нечто, что контролирует этот процесс. Это есть программа на уровне матрицы, она есть. В то же время из тени выходит The Lady of Faith. Это у нас дама веры. Дама веры из тени говорит о том, что вы сами верите, собственно, в то, что потом с вами происходит. Вы верите в смерть, вы верите в смерть через страдания, через болезни, через какие-то ужасные испытания. Вы как себе вот видите, да, так вы и притягиваете. То есть какой-то момент тут точно есть. Тем более, что у нас вот с оборота колоды еще идет дар учеба. Он всегда нам говорит о том, что все-таки человечество может очень продвинуться на пути познания и себя, и жизни, и смерти, и значит наши отношения и, возможно, даже сроки нашей жизни, они будут увеличиваться благодаря знаниям и умениям этим управлять. У нас появляется вот здесь дар личные границы. И вы видите этот крест, который очень сильно напоминает крест на погосте этого мужчину с мечом, да, который как закон стоит здесь рядом с этим крестом. И таким образом нам показывают, что от нашей личности зависит срок жизни очень сильно. То есть вот на большинство вопросов как будто бы нам дают такую вот предподсказочку. Да? Но мы, конечно, будем еще раскрывать. Но уже интересно, показывают, что наша личность, в принципе, определяет каким-то образом сроки. Посмотрим еще каким. Дальше у нас выходит очень интересный аркан из Таро звезд. Это всему свое время. Не забегайте вперед, время есть. То есть есть некая структура, которая управляет временем, у которой время есть всегда. Вопрос, есть ли это время у нас и как мы можем с этой структурой установить контакт и вообще понимать, откуда вообще это время берется. Откуда оно берется, если оно есть? Кто его производит? И как понять, сколько времени у тебя есть? Но не забегайте наперед, говорит о том, что какие-то моменты от нас скрываются специально, скорее всего, какая-то сакральность в этом вопросе специально присутствует, возможно, она на данный момент пока необходима. Но тем не менее, настолько, насколько это возможно, насколько позволят нам высшие силы, мы попытаемся сегодня считать информацию из потока. И первый вопрос: предопределена ли дата смерти? Настолько ли это фатально, да? Тейвас и Дагас. Угу. Да. Звезда. Угу. Да. Королева золотой ветви. Проблема как зеркало отношений. Несопротивление. Валет воздуха.
участие, четверочка, и древние киты и касатки, пусть все услышат вашу песнь, звук и глубина. Да, на вопрос, предопределена ли дата смерти, я могу сказать да, она предопределена у большинства людей, и вот в данном случае, в данном контексте, когда человек загружается в матрицу, значит, 3D, когда он рождается, у него одновременно устанавливается вот этот вот срок, путь. Он уже предопределен, тут прямо 17-й аркан звезда, то есть это уже прописано в его судьбе. Но тут вот даже нам подчеркивают, что перед смертью меркнет все. То есть неважно, кем ты родился, неважно, насколько успешен ты в жизни, насколько высокий пост у тебя, насколько высокая миссия, перед гранью вот этой границей смерти все едино. И невозможно от нее убежать. Вот здесь вот проблема как зеркало отношений. То есть сколько бы ты ни бежал, сопротивление бесполезно. То есть это даже смешно. Балет воздуха показывает, что вот эти вот детские попытки избежать вот этого конца очень смешно выглядят с точки зрения высших сил. И древние киты и касатки тоже наши учителя и кураторы, которые знают этот путь, наверное, лучше других. И они прошли вот эту роковую катастрофу, когда им пришлось решать проблемы выживания, да, для себя. И они могут поделиться, вероятнее всего, с нами какими-то кодами трансформации. То есть смена мерности, смена тел, смена формы жизни. Это, безусловно, возможно. Но вот как будто бы с телами происходит трансформация. То есть ты не можешь избежать. В какой-то момент тело должно подвергнуться трансформации. Это обусловлено. И так должно быть. Вот даже наши предки, которые были очень высокоразвитые и которые потерпели, в общем-то, катастрофу, да, вот этот потоп, это уже со всех источников достоверно известно, еще непонятно зачем, как и почему, но точно был потоп. Несмотря на все свои технологии и знания, они были вытеснены из 3D реальности, пошел процесс очищения, и ему противостоять было невозможно. Так что здесь очень интересно, вот действительно здесь есть некий план, да? Это четкий план, он имеет начало и конец. Вот, и это очень важно знать, и, скорее всего, нужно просто грамотно распоряжаться отведенным тебе временем. Но это только первый вопрос. И сейчас мы с вами пойдем дальше. Возможно ли продлить время своей жизни? И все-таки, вот мы такие упрямые, да? И мы спрашиваем. Эйвас и Беркана. Да, но Беркана – это наша мать, это Земля, это планета, и Эйвас – это согласование, это решение, которое совместно принимает и высшие силы, да, и Мать-Земля. То есть здесь это возможно. Так, 10 мечей. Фея роста. Ловушка конкуренция. Сокровище души. Так, 2 пентаклей. Выбор. Маг. И 2 предназначения. Работник света, будь собой и служи всему миру. Ну, на это должна быть важная причина. Смотрите. Во-первых, что я здесь вижу? С одной стороны, да.
А с другой стороны, а с другой стороны, а с другой стороны, скажу сейчас. Такая информация, что если у вас настолько высокая миссия, настолько вы осознанны, скажем так, что вот вы маг, да, что у вас действительно, и вы владеете этими тайнами, вы владеете всей этой информацией, необходимой для продления жизни, то либо вы не будете, как сказать, у вас появится возможность трансформироваться, не меняя физическое тело, физическую материю. Вот, либо вы будете думать о перезагрузке сами, потому что, ну, короче говоря, ваше тело, оно потребует этой перезагрузки, и вы можете решить для себя, что для вас лучше перерождение. Вот в некоторых случаях сама душа понимает, что несмотря на то, что у нее есть знания, как она может продлить свою жизнь, тем не менее она может выбрать и не продлевать. Поэтому здесь такой интересный вот вопрос, что душа сама может выбрать перерождение. Ей может быть невыгодно продление жизни. Она может видеть этот план вот как бы иначе. Но если вот на вопрос, возможно ли продлевать время своей жизни, однозначно да. Но это такой тройственный союз, опять-таки. Этот вопрос будет рассматриваться и высшими силами, и матерью планетой. Вот. Ну вот больше я здесь вижу пока что большинство магов и по сей день, скорее всего, склоняются пока перерождаться. Но, может быть, остальные вопросы больше нам подсказок дадут. Тут еще есть такой момент, что когда вы владеете всеми этими тайными секретами, да, продления жизни, то вы можете еще выбрать для себя такой вариант, как больше здесь не воплощаться. Вот как будто бы, когда вы постигаете, да, вот этот процесс, когда вы постигаете и путь человека, и путь мага одновременно, то как вариант вы также можете выбрать не воплощаться. Ну, в общем, ответ, возможно ли продлить? Да, в принципе, возможно. Кто определяет, сколько нам жить? Тут вот интересно, какая-то структура определяет, с кем вообще договариваться, да, есть ли такой какой-то пульт управления, да, или какой-то совет, да. То есть кто определяет, сколько нам жить? Эвос и Турисас. Ну, тут это закон, это действительно... Смотрите, тут у нас по Турисас это прямо высшие какие-то структуры. Очень серьезный какой-то здесь прямо аспект. Да, здесь маг, The Magician. Здесь у нас ловушка агрессия. Практическое применение. Нулевой аркан, да. Нулевой аркан, по нему идут, скажем, как сказать, сейчас скажу. По нему идут как теневое правительство. То есть это те, кто управляют матрицей. Это нулевой план бытия. Создатели матрицы, да. Четвертый аркан, скряга. Вот она, гадюка. Я взяла один единственный тотем, чтобы визуализировать вот этот вот пункт управления. То есть если он существует, то с чем его можно сравнить? Вот нам дали, смотрите, две змеи. Символ как раз-таки жизни, смерти, перерождения. Да, очень мудрый символ. Символ кармы, символ трансформации. То есть мы знаем, что змея
значит, кожу, да, сбрасывает, и у нее появляется новая кожа. Это вот посмотрите, вот действительно здесь есть структура, которая это определяет. Пятерка жезлов. Так, и что у нас здесь? Звездные предки. Забытая мудрость, загляните глубже. Да, точно здесь есть структура, тем более маг и нулевой аркан, и практическое применение. Тут прямо видно, что этим занимается, причем, знаете, здесь даже вот интересно, что эта структура, она как бы, вам сказать, ну точно как сказать, как двуголовый дракон, я бы так сказала. То есть в эту структуру входят и высшие силы, и силы планеты Земля. И вот они совместно решают, то есть здесь не кто-то один, здесь вот есть коллегиальность. То есть здесь высшие силы должны договориться с планетой, да, с матерью, которая должна выделить. И вот здесь я смотрю, что могут возникать жаркие споры, разногласия. Не все так просто. То есть, например, высшие силы могут попросить, мать может отказать. Мать может попросить, высшие силы могут отказать. Здесь интересная такая вот структура, которая говорит о том, что при всех равных, скажем, если все за тебя, скажем так, то действительно время выделяется. Но вот интересно, что за этим всем стоят действительно очень серьезные структуры. И это высший закон бытия. И по нулевому аркану у нас, кстати, вот посмотрите, как я еще раскрывала 15-й и нулевой, там их сравнивала между собой. За этим стоят создатели матрицы, создатели программы. Вот. То есть те, кто загружают в матрицу, кто решает, кому когда приходить, кому когда уходить. И они, понимаете, тут почему, вот, как вам сказать, есть некие противоречия. Потому что если мы продлеваем одному человеку жизнь по какой-то причине, да, то мы должны урегулировать все взаимосвязи, да, все, с чем он взаимосвязан. И это непросто. То есть надо перестроить огромное количество программ, маршрутов этой личности и тому подобные вещи. Ну вот с кем договариваться, вот здесь много народа, с кем надо договариваться, скажем так. То есть учтите, что договариваться здесь нужно и с верхом, и с низом, да. Но я их энергетически ощутила, почувствовала. И, кстати, вот маг тут не случайно. То есть здесь можно применять магию. Здесь она не то, что можно, здесь она, это уровень фактически магии. Кто владеет магией материи, да, кто может трансформировать, переродиться, кто владеет вот этим вот процессом регенерации, да, там, трансформации, кто может вот так вот один аватарчик сбросить, другой на себя надеть, либо там каким-то образом, ну понятно, да, то есть не теряя физического тела, продлить себе существование. В общем, тут надо мощно управлять материей. Влияет ли выполнение миссии на продолжительность жизни? Бытует такое мнение, что если ты выполняешь определенную миссию, важную миссию, то под эту миссию тебе выделяется время. Соответственно, чем глобальнее миссия, тем, так сказать, больше продолжительность жизни. Но мы знаем и другие варианты, когда миссия приводила к очень быстрой гибели аватара. Далеко ходить не надо, допустим, история Иисуса Христа. Он выполнял свою миссию, и в цветущем возрасте он покинул, да, этот мир. Поэтому вопрос очень такой интересный насчет миссии. Давайте посмотрим, влияет ли выполнение миссии на продолжительность жизни и вообще в какую сторону. Да? 2 раза маг, Манас. Да, влияет.
Так, семерка жезлов. The Green Man. Ловушка, скука. Творчество. Шестерка пентаклей. 21-й аркан мир и глубокое исцеление, энергия Арктура, физическое и эмоциональное исцеление. Смотрите, точно выполнение миссии влияет. Но тут интересный такой момент, смотрите. Тут все карты говорят о том, что самому миссионеру как-то, ну, ему, во-первых, может самому надоесть, ну, вот как бы все время выполнять одну и ту же миссию. Рано или поздно ему захочется какого-то обновления, ему захочется творчества. То есть там, где заканчивается творчество, там заканчивается его рост какой-то, да, духовный рост. И все равно есть некий потолок, после которого хочется что-то изменить. То есть как только даже вот в миссии, вы уже вошли, допустим, в эту миссию, как только вы чувствуете, что она выполнена, вам становится самому, ну, как-то дальше неинтересно. А вообще, на самом деле, очень интересная здесь энергия. Она про то, что человек прекрасно может управлять процессом жизни и смерти. Он абсолютно осознанно, скорее всего, осознанно завершает свой жизненный путь. Вот здесь вот опять шестерка пентаклей. Скажите нет тому, что разрушает вас и вашу жизнь, приведите все в порядок. Здесь уже просто выбор души. То есть одно только ясно, что здесь уже душа решает, интересно, хочет она дальше, да, принимать участие в этом всем или не хочет. То есть здесь, ну, такое впечатление, что на уровне миссии, у нас же свободу выбора никто не отменял, здесь у человека появляется вот такое вот состояние, что он может уйти в любой момент, потому что он сам так решил. Да. В общем, человек творец своей реальности на уровне миссии абсолютно. Ну, и это тоже может быть как-то лишить человека смыслов, да, то есть хочется развиваться дальше. Вот здесь надо на это обратить внимание. Итак, мы понимаем, что миссионеры, они сами определяют, в принципе, сколько они будут работать и выполнять эту миссию. Дальше. Чем можно спровоцировать свой стремительный уход? Мы понимаем, что бывают случаи, когда даже очень прокачанный человек выполняет свою миссию, вроде бы все у него прекрасно и хорошо, ничто не предвещало, и вот душа уходит. Вот такой вот вопрос. Можно ли чем-то спровоцировать свой уход, то есть как бы преждевременный, да, то есть незапланированный, какой-то такой вот момент. Исса и Вонья. Солнце. Чем можно спровоцировать? The joy of the future. Ну, кстати, информация сразу пошла. Я просто решила еще просмотреть. Смотрите, это игра со смертью. Это, знаете, неразумное состояние, когда мы просто заигрываемся. Нам кажется, что мы бессмертны. Ловушка страдания, доверие, преобразование, четверка пентаклей, опять доверие и хранитель. Космический предок намерение поддерживает свет. Да, можно спровоцировать. Опять-таки идет информация о том, что люди под воздействием каких-то эмоций необдуманно
что-то говорят. И наши эмоции, вот я только что раскрывала тему, что такое кармическое тело, программное тело, они впечатываются как программа. И реально можно привлечь и ускорить свою смерть. То есть здесь думайте, что говорите, и подумайте, прежде чем подумать, тем более сказать. То есть смеяться, знаете, есть, допустим, черный юмор, есть какие-то еще вещи. То есть тема такая скользкая, когда, ну вот, береженого Бог бережет. То есть, в принципе, нужно понимать, что не стоит заигрываться с этой темой. То есть по-разному можно с ней заигрывать. Можно, например, смотреть какие-то фильмы ужасов, впечатлиться, да, вот испугаться чего-то, да, и вот этот испуг может привлечь что-то, да, на голову, так сказать. То есть здесь вот смотрите, здесь даже, короче говоря, это информационная подключка. Это когда человеком овладевает какая-то программа, которая может эмоционально его к этому сподвигнуть. Ну, такая вот подключка. Я думаю, вы поняли меня. Она может, подключка это может через что угодно прийти. Но, как правило, это наивность, открытость, это какое-то, когда мы заглатываем всю информацию подряд, без разбора, ну и просто безрассудное заигрывание со смертью, риски какие-то и так далее. Дальше, как понять, что ты скоро сменишь мерность? Здесь можно ли почувствовать, что смерть на пороге? Можно ли это как-то осознать? Иногда мы можем почувствовать смерть кого-то, другого человека. А можно ли почувствовать приближение этой смерти именно к тебе? То есть для чего? Ну, например, чтобы что-то изменить, исправить, вовремя как-то одуматься, ну, что-то пересмотреть, успеть что-то сделать и так далее. Итак, как понять, что ты скоро сменишь мерность? Феху и Эва, скачущий конь Одина между мирами. Угу. Да, тут знаки, конечно, есть. Императрица. Into Minds. Дар слияния. Облегчение. И 19-й аркан Солнца, кстати. Да, двоечка пентаклей. Да, это, конечно, очень ощутимо. Потерянные земли, воспоминания души, ее дары, вы уже проходили через это. Но абсолютно точно это ощущается. Мысли приходят такие, посещают почему-то. Хочется, знаете, есть такое вот какое-то состояние, сейчас скажу, но это абсолютно точно чувствуется, как состояние, ну вот в данном случае мне показывают позитив. Как будто бы ты наполовину уже не здесь. Наверное, мы примерно это ощущаем при трансформациях энергетических. Как будто бы ты живешь уже на два мира. Вот это очень интересно, кстати, потому что прям твое сознание, твое тело, оно осознает, что как будто бы энергетика его уже куда-то перетекает. Ты ощущаешь как-то себя не от мира немножко сего. Все меньше и меньше каких-то вещей тебя цепляет. Каким-то образом вот какие-то, знаете, земные вещи, которые раньше тебя привлекали, как-то заякоривали тебя, они перестают тебя интересовать. Вот, поэтому смотрите, мы все испытываем подобные состояния при трансформациях.
И нас посещают мысли о смерти. Часто путников посещают эти мысли о смерти. Они сами как-то приходят, потому что трансформация – это малая смерть. И по сути дела трансформация – это какая-то часть, да, нашего сознания, она уже меняет мерность, она уже переходит на другой уровень. И в то же время загружаются какие-то новые программы. Вот здесь вот мне прям показывают, что такие состояния на самом деле легко спутать с какими-то трансформационными состояниями. Поэтому вот люди часто, например, как вам сказать, почему они не чувствуют, например, когда реальная смерть приходит? Потому что они часто испытывают подобные состояния в других ситуациях. И поэтому как бы сбивка происходит. То есть вот есть понятие малая смерть, да, это когда ты на просыпе где-то, да, это какое-то состояние в медитации, это что-то вот с телом такое происходит, оно немножко теряет. Короче, когда душа вот прямо отлетает. У нас такие вот у практиков есть такие состояния. Душа отлетает, да, и как будто бы смотрит на все со стороны. Короче, когда ты отлетаешь, вот это наподобие. Это наподобие, это нам говорят, вот как бы с чем это сравнить. И все практики, все глубинные медитации, в принципе, идут по вот этой грани. Даже более того, они как будто бы нас обучают, видите, у нас обучение здесь идет, они нас обучают управлять этими состояниями, не терять контроля, уметь находиться вот в этих пограничных состояниях, чтобы обнуляться и обновляться, не теряя физические тела. Оказывается, в принципе, такое возможно. И не в принципе, а действительно возможно. Другое дело, как нам показали, что те, кто умеют это делать, все равно предпочитают перезагружаться в другие тела. Чаще всего пока что это так. Но, может быть, время еще не пришло, как нам показали, да? Может быть, время еще не пришло, когда встанет вот такой вопрос, что можно будет без перезагрузки, да, вот нашего физического тела продлевать себе жизнь. Но на самом деле это вот такое вот пограничное состояние. И самое главное, каких-то радостей жизни здесь уже нет. Здесь есть какое-то состояние легкости, надмирности, созерцательности. Короче, вы меня поняли. Я думаю, что все вы это переживали. Это очень пограничное состояние. И вот оно на это похоже. И по сути дела, оно очень легкое, благостное и так далее. То есть получается, что когда мы научимся осознанно входить в это состояние ради там, трансформации, обнуления там, материи и так далее, то есть само понятие смерть перестанет нас так волновать и так будоражить, и это будет обычное дело, когда нужно просто облегчиться, то есть избавиться от империла, обновить свои клетки, ну там любую задачу сделать, можно через медитацию, глубинное какое-то погружение, можно трансформироваться. То есть я это вижу абсолютно четко, понимаю, что такой вариант точно возможен, он есть. Я думаю, что нас будут этому уже обучать, поскольку процесс обучения займет какое-то время, нужно, чтобы жрецы уже вспоминали эти коды. Итак, значит, как понять, что ты меняешь мерность, я сказала. Как продлить время своей жизни? Здесь я подразумеваю, что, возможно, нам покажут какую-то фишку, которую мы готовы уже как-то воспринять и применять. Ну, хотя бы одну из многих. Может быть, пойдет какая-то подсказка. Итак, как продлить время своей жизни? И сразу ингус. И альгиз? Ну, во всяком случае, это точно реально. Королева жезлов, точно реально. The speaker of the truth. Да, говорящий правду, борьба за власть.
Так, истинно. Я как хотела сказать о том, что главное, чтобы это было истинное желание вашей души. Как будто бы нам еще раз говорят: а вы точно этого хотите? Десятка воздуха. Вот смысл, миссия, целеустремленность. То есть у вас есть смысл, да, для этого, у вас есть миссия, у вас есть цель для этого, да. Найдите свое предназначение и смысл, ради чего вы хотите жить и что оставить в этом мире. То есть смотрите, как появляется, как продлить время своей жизни. Прежде всего нужно осознать смысл. Десяточка чаш, гармония и пустота. Остановитесь, приветствуйте зиму, космическая луна. Смотрите, у нас есть эта практика, во-первых, уже. Нам ее уже дали. Это я четко понимаю. То есть это не какая-то новая практика. Эта практика у нас уже есть. Поэтому кому она нужна, обращайтесь, пожалуйста. Другое дело, что нужно, чтобы то, что хотим мы, это было во взаимодействии со всем вот глобальным процессом. То есть действительно на это должны дать и высшие силы согласия, и мать. И если на все это будет воля высших сил, вообще никаких проблем. Через вот эту вот практику, которая у нас есть, мы можем абсолютно избавиться от империла и добавить себе столько лет жизни, сколько необходимо. Самое главное, чтобы это было в полной гармонии со Вселенной, и это соответствовало истинным желаниям вашей души, чтобы вы не пожалели ни в коем случае об этом, потому что на вас тратят время, на вас тратят энергию и так далее, на вас тратится ресурс Вселенной. Так что попусту не беспокойте, пожалуйста, высшие силы, попусту, если вы не знаете, ради чего, для чего, зачем, как и почему. То есть будьте очень ответственными и зрелыми. А так, в принципе, никаких проблем. Практика эта уже существует, кому нужно, обращайтесь. И еще один вопрос: как появляется само время, как оно образуется. То есть у меня есть видео на тему того, что такое время. И время – это определенная физическая материя. Поэтому как же появляется время, как оно образуется? Урус и Вирт опять нам показывают поток матери, поток отца. Туз пентаклей – это ресурс. The Prince of Light – король света. Так, дар признать ошибку, процветание, 21-й аркан мир, кульминация, апофеоз, триумф. Весь мир у ваших ног, насладитесь триумфом, вы заслужили его. 14-й аркан интеграция и веди, а не следуй, новый путь, будь лидером. Так, это ресурс, определенный энергетический ресурс, который образуется при переработке империла. То есть мы действительно эту практику она у нас уже есть. Опыт души сначала осознается, потом сепарация происходит этого опыта, потом столкновение и аннигиляция этого опыта. И при вот этом, собственно говоря, и вырабатывается ресурс времени, то есть при аннигиляции опыта и перехода его на новый уровень, на качественно новый уровень. Это очень интересная. Здесь нам даже показывают, смотрите, структура свет здесь участвует, уровень света и уровень потока изобилия. Вот поток изобилия, да, и поток света. Здесь вот взаимодействие. Здесь самое главное, что происходит процесс аннигиляции и сброса империла. Вот при этой аннигиляции происходит выработка, собственно говоря, дополнительного ресурса для жизни. Но чтобы перевести со жреческого, да, на русский, могу сказать только, что
нам открывают сейчас, открыли уже, точнее нам, именно группе Беркана, эту практику уже подарили, уже дали, она у нас уже есть, и нам как бы говорят, практикуйте. Видите? Веди, а не следуй. Новый путь, будь лидером. Мы одни из первых, кто начинают практиковать аннигиляцию, сброс империла. Посмотрите, пожалуйста, мое видео про империл. Я отдельно записала видео. Есть ряд видео на секретном канале в Telegram, которые не выкладываются на YouTube по разным причинам, но к ним есть доступ у наших практиков. То есть если вы принимаете участие в наших жреческих медитациях, вы автоматом получаете огромное количество видео, которые не выходят на открытом YouTube-канале. И это тоже может вас очень сильно продвинуть. Поэтому заходите в группу Беркана, пишите мне в личку, добавляйтесь в группу практиков, принимайте в них участие и получайте вот эти вот видео абсолютно бесплатно. А для всех остальных, по-моему, в свободном доступе у меня есть видео про империл. Просто есть гораздо больше видео в закрытом доступе. Так, ну что, это очень интересно для меня, уж очень точно, и очень радостно, что у нас эти практики уже есть. И 9-й вопрос, что еще нам необходимо осознать по этой теме, то есть ответ такой вот без вопроса, потому что вдруг я что-то упустила, что-то очень важное, а высшие силы хотят нам это передать. Вонья и Наутис. 14-й аркан. Умеренность. The Gift, тем более, что Вонья это тоже подарок. The Gift. Дар искренняя забота. Божественный свет. 9-ка воздуха. Окончательное слово за вами. У вас есть все, чтобы получить желаемое. Только хотела сказать об этом. Новое видение, 12-й аркан повешенный. И ожидание. Время еще не пришло, детали пока неизвестны. Смотрите, что хотят высшие силы. Просто подытоживают. Важно, видимо, вот это подытожить. Хотя я уже сказала, что у нас уже есть практика, и нам нужно ее просто обязательно практиковать осознанно, потому что мы первые, кто будут фактически осознанно продлевать время своей жизни. Но у нас есть еще время как бы для адаптации к этим процессам. То есть нам каждый раз говорят, что вы не беспокойтесь, мы вас заранее готовим. То есть ваше тело успеет адаптироваться, ваше сознание успеет адаптироваться. Мы одни из тех, кто проснулись раньше остальных, и время у нас есть. И законы, которые необходимо осознать для управления временем, нам все их будут передавать, всему свое время. Хочу сразу сказать, что 9-я чакра, которую мы будем открывать в ближайшее время перед вратами 0909 будет ряд ченнелингов и настройка на врата, и что такое число 9, да, и где находится 9-я чакра. Но уже идет информация, что мы подходим к такой вот зоне, где мы больше будем понимать вот про этот весь процесс. То есть с уровня знаний о 9-м энергоцентре, о 9-й чакре, нам с этого уровня проще будет осознать, что же происходит на уровне 7-й и 8-й чакры, которые мы только что с вами проходили, открывали и практиковали, да, на этом уровне. Поэтому добро пожаловать в наши практики. У нас работает и 1-я орбита для новичков, и 2-я орбита для опытных душ, которые прошли с нами уже целый год трансформаций. Я приглашаю светлячков, новые родственные души, все к нам, кому резонирует то, что делает канал Иная Реальность. Иная Реальность работает для вас. Благодарю вас за внимание, дорогие мои РД. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк под этим видео. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч!
Пока-пока.